Осень– это особая пора в жизни каждого охотника. В это время года природа завораживает своими красками, манит к себе в объятия, чтобы человек почувствовал свое единение и причастность к величию природы. Испытал на себе огонек охотничьего азарта и огорчения от досадного промаха. Увидел блеск в глазах своих четвероногих друзей и разделил вместе с ними всю радость от добытого зверя или птицы. Каждый охотник должен вдохнуть глоток свежего воздуха и увидеть чистоту после опавшего листа. Услышать звуки ревущего лося и отведать вкус переспелой брусники. Выпить кружку горячего чая возле бодрого костерка и окунуться с головою в утренний туман. Именно эта сила заставляет охотника отправиться на охоту. Когда проехали мимо лося. Вот такие дела. Перекат пройдем и остановимся. Приезд в избушку – это всегда маленький праздник для охотника. В этот момент чувствуешь себя, как будто приехал домой. А таежная банька улетучит всю вашу усталость, подарит отличное настроение и здоровый, хороший сон. Деревья гнулись, а ночка темная была одна возлюбленная.
Собачки, похоже, глухарика нашли. Я, в принципе, за этим в боры пошел, чтобы кучу маленько по глухарику повернуть. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Куся молодец. Молодец. Шайба молодец. Все, дай сюда. Все, молодцы. Собаки, походу, оленей прогнали. Что-то подорвались кого-то. И гонят. В поте лица, бля. Жаем из Кусиева. Может, конечно, и лось. Дар пару раз кавкнул там. И молодежь полетела. Пуля за ними. Где-то Дар вдоль берега шурует. Вон, Дарка побежал. Что там ищи, Дар, ищи? Где там, где? Кто-то там есть. А ворон вон сопровождает его. Что-то бормочет. Главное, бормочет и летит за Даром. Похоже, он дорогу ему показывает. Ну, скорее всего, лось, потому что я его слышал. Жайма с Кусей его сейчас гонят. В нашем регионе лоси научились сбивать волков и собак со следа, заходя и переплывая водоемы. Вода не оставляет запахи, поэтому хищники теряют след. Вот и эта коровка оказалась очень смышленой. Она сделала вид, что зашла в воду, но не стала переплывать реку, а прошла по мелководью около 100 метров и вернулась обратно на берег. Потом она снова зашла в воду и спокойно переплыла реку. Собачки же остались в полном замешательстве. Они так и не поняли, куда девался след зверя. Приветствую вас, ребят. Вчера за собаки зацепили лося, и лось убежал далеко, а я на пулю не успел одеть ошейник. И, короче, вот уже сутки прошли, пули нету. Выехал ее поискать. Сейчас будем искать. Все собаки вернулись, ну все были под навигатором, кроме пули. И так получилось, что все прибежали, а пуля почему-то не прибежала. В общем, такие дела. В лесу хорошо, красиво. Все желтое. Ну, еще пару дней, наверное, в тройку, и лист уже вообще сильно начнет падать. Вот такие дела. Медведица с медвежонком оставили нам вот такой сюрприз на орехах.
Все вон вытоптали. Вот медвежонка лапа. Вот маленькая такая пяточка. Вот, а рядом мамаша. Вот. Мамки покрупнее лапа. Вот мамкина лапа. Довольно свежий след. Но трогать мы их не будем. Вот она, видите? Вот рядом медвежонок, а вот самка. Буквально сегодня бегали. Собаки куда-то упороли. Одна жайма, он со мной. Там самец был. Попробуем его поискать. Такие дела. О, ребят, нашел вчерашний след медведя. Ну, такой не сильно крупный, 15-я лапа. Свежачок. Ножик положил. У меня ножик 150. Лапка. Видно, что вчера он был. Вчера днем, потому что следы смыло. Следы смыло. Раз следы смыло, значит я вчера проезжал. Поэтому такой след. Но он где-то рядом. Будем искать. Собачки, ребят, похоже, медведя зацепили. Буду пробовать подходить. Лес такой густой, черный. Ну, в принципе, нормально. Такие дела. К сожалению, это оказался далеко не трофейный мишка. Поэтому я отозвал собак, и мы двинулись дальше искать пульку. Хотя и вера, что она найдется, со временем ослабевала. Вокруг нас на сотни километров не было ни единой души, ни дорог, ни поселков. Только бескрайняя осенняя тайга уходила за горизонт. Радостный момент, вся банда в сборе. Сегодня приехали с Верховья мужики и привезли мне пулю. В общем, я ошибся, я ее внизу по реке искал, а она вверх по речке упорола. Вот она, звезда, пулька. Пулька, драпа-пулька, пулька, драпа-пулька, кусюндра, баламундра, кусюндра, баламундра. Жайма, жайма, жу-жу-жу, жа-жу-жу-жу. Жужа, иди, иди, я тебя поглажу. Все, короче, вся банда снова в сборе, все у нас нормально. Продолжаем охотиться. Иваныч, что там бежит Найда? Да, должна в другую сторону, 248 уже. О, что-то она куда-то лупанула. Ладно, поедем, сейчас подберем ее.
Хорош. Все, молодцы. Все, молодцы, молодцы. Все, молодцы, Жайма молодец. Дар молодец. Все, молодцы. Все хорош. Все. Все. Жаймина добыча. Жайма ее нашел. Молодец, Жужа молодец. Дар. Жайма молодец. Все, моя добыча. Все. Все, молодцы. И Куся молодец. И Куся молодец. Молодец, Жайма. Жужа, я видел, что ты ее нашла. Дар, все, хорош рвать кожу. Все. Какая матерая разверюга. Дар, оставь мне его на шубу. Все. Все, молодцы, отработали. Все отработали, молодцы все. Дар, хорош ныкать. Молодец, Пулька. Молодец. Молодчинка моя, молодцы. Жайма молодец. Жужа молодец. Молодец, Жужа. Куся молодец. Кусенечка молодец, тоже молодчинка. Молодчинка, Куся. Все, Дар, хорош. Какая здоровая. Все. Все нельзя. У охотников Сибири с росомахой давние счеты. В этот раз хозяин родовых угодий, где я охотился, строго наказал мне, чтобы я мимо росомахи не проходил. В частности, за этого зверюгу он меня даже поблагодарил. Связана эта нелюбовь с шкодливым нравом зверя. Они никогда не упустят момента почистить путики и хорошенько напакостить в избушке. По своему же опыту я знаю, что урон от посещения росомаха избушки в разы больше, чем от медведя. Дойдя до лодки, я обнаружил, что Жайма, Пуля и Куся зацепили след зверя. У нас оставалась еще лицензия на добычу быка, и хотелось по-настоящему добыть хороший трофей. Вперед. Это место. Жайма. Жайма. Иди сюда. Жайма. Это место.
Мои товарищи рано утром отправились в обратную дорогу. Их ждали семьи, работа и городская суета. Я же решил выдвинуться к глухой сибирской деревушке, расположенной в тайге, добраться до которой можно только на лодке или вертолете. Мне было необходимо пополнить запасы топлива и провизии, чтобы продолжить охоту. Основной целью для меня было добыть по-настоящему большого, крупного трофейного медведя. Этот год выдался очень урожайным на орехи, и я понимал, что медведи этой осенью будут очень крупных размеров. Ночью ко мне приехали охотники Аркадий и Виктор. Ребята были из малочисленных народов севера Ханты. Оба были азартные охотники и, несмотря на возраст, имели свои родовые угодья, где охотились их отцы, деды и прадеды. Парням нужно было добыть лося для пропитания и поднатаскать молодого кобелька. Мне же с ними было легко и спокойно. Ребята были в тайге, как у себя дома, и понимали все абсолютно без лишних слов. Куся, устала, да? Устала. Кусюндра устала. Вон тебе серенький напарник. Даруха. Даруха-мандаруха. Даруха-мандаруха хорошая. Кусюндра ушаталась. Пулька ушаталась, пулюха. Ушаталась, пулюха. Так, ладно, надо ужинать. Завтра поедем в лес. Природа все дальше погружалась в глубокую осень. Важные красавцы-глухари продолжали вылетать на песок, ведь от этого зависела их зимняя жизнь. Мелкие камушки, которые они тщательно выбирали, служили им для размельчения грубой пищи – хвои, которая составляет 90% их зимнего рациона. Свежевыпавший снег усложняет глухарям поиск камушков, и они все реже вылетают на пески, предпочитая кормиться на ягодниках.
А вот он прошел. Добрая лапа, да? Ну, 1,5 километра должен встать. Сейчас глянем. Самая тяжелая охота — это медвежья. Пока дойдешь, офигеешь. Вот километр 700 выбивает. Идем. Будем надеяться на лучшее. Ребят, дождь начался. Уже километров 5 прошли. До собак 2 километра. То встанет, то чуть пройдет. Как будто вагон прошел. Медведь очень здоровый, очень жирный. Пока собачки работают, идем уже часа 3 где-то, 2. Сейчас перешли это болото большое. Двигаемся дальше. Не, мужики, не сдаемся. Такой раз в год бывает. Вот она охота медвежья. Это еще ладно, то возле костра ночевать придется. Ага, спички, сухое место надо ложить. Обязательно. Они уже помокли, пойди. Рюкзак, может, закинем, не? Не, да пусть там нормально у тебя. Маленько передохнем. Че, Вымотались они. Да, он так вот петляет, раз постоит. Мы там-то начали догонять, уже километром 700 было. Вот это болото нас его подрезало. Ну сейчас по гриве мы его догоним, должны. Ветер прям на них, блин. Собаку не попади. Есть. Тихо, тихо, не беги. Не торопись. Аркаша, не торопись. Собаку не бей. Не торопись. Подожди, собака может быть, стой. Хорош. Подожди. Собаку.
Все, есть контакт. Ты попадал? Тихо, тихо, подожди, стой, 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 не бей, не бей. Не бей собаки. Собаки, стой, все, он дойдет. Молодцы, молодцы. Пока не дергают, все, не бей. Это красота. Башкою, ты что? Я не зря шел, а? Да. Молодец, Куся, молодец. Ай, молодец, умничка. Ай, красавчики мои. Ай, мои умнички. Даруха, молодец. Пулька, молодец. Ай, молодцы. Видел я, как он вас там в кедраче гонял. Не сладко нам было. Я же говорил, 7 километров пройдет здоровый самец. 7 километров и встанет. 5-7. Но он по этой шел, видел, как боржа. Молодец, Жайма, молодец. Тарка, давай ты его возьмешь в зубы и притащишь до лодки. А, Даруха, давай. Я тебя на руках буду ровно месяц носить. Дар, буду тебе косточки отваривать, на руках тебя носить. Че, где лютый-то? Да водка, наверное, развернулся. Да? Я думал, лютый тоже здесь. Тоже, брат, лучше бы был бы тут, посмотрел бы. Как что он делал. Тихо, не подходи это. Нельзя! Ты чё, конь? Ну, это субординация. Сейчас я убью. Не уйди, сказал. Дар, сюда место. Сюда место. Дар, сюда место. Вот тут сиди. Драма, ёхарный бабай, мужики, вот это медведь. Ну я вам скажу, что-то мы таки раз стреляли. Я вообще не стрелял. Ты не стрелял ни разу? Я такой... Ну ты молодец, потому что видел как... Да. Если бы он кинулся, он же в нашу сторону-то пошел, видел? Я говорю, Аркаша, да все вроде хорош. Смотрю, он опять встает, идет. А у него сало, видишь? Рычал-то, когда ого-го. Сало-то в нем, да. Добыли мы осеннего медведя, здорового, трофейного. Осенью я первый раз такого медведя большого добываю. Зацепили Жайма с Кусей, что на удивление даже было неожиданностью. Вот. Медведь очень здоровый, зацепили его на речке. Прошли мы за ним примерно 7 километров. Дождь, снег, погода плохая. Ну, собаки все-таки сделали свое дело, собаки его поставили. Вот. И медведя мы добыли. Медведь оказался очень трудовой, очень тяжелый. Один, наверное, из самых тяжелых. Я думаю, что еще придется дня 2 выносить только весь этот трофей, сало, шкуру, все. Он просто жирный. Я даже не знаю, сколько с него сала. Сала очень много. Медведь сперва встал плотно возле речки, когда была первая постановка. Вот. Но я маленько сам горячку спорол. Я мавиком хотел его заснять и слишком низко над ним приземлился. И медведь начал гонять собак. Ну и в общем получилось так, что его стронули. И он пошел как локомотив. Впереди там переходили речки, большое-большое болото переходили.
На болоте были следы его видны. И по следам было видно, что это целый вагон. Не меньше. Вот. Но тем не менее, команда у меня хорошая. Мои новые друзья просто красавцы. Благодаря, без них я бы, наверное, один бы не пошел за таким медведем. Медведь хоть и здоровый, но был довольно-таки лютый. Собак гонял, он будь здоров. Вот. А так в целом охота удалась. Сейчас дело за малым. А самое главное это вытащить трофей. Ну, погода холодная, думаю, не пропадет. Пару дней поносим. Я думаю, нормально все будет. Подписывайтесь на канал. Охота с лайками. Заводите собачек. Увлекайтесь охотой. Это того стоит. Таких эмоций вы нигде не увидите больше. Рявкнул-то он нехило. Я не думал, что он такой здоровый. Честно, не думал. Я уже под конец, когда голову-то его увидел, думаю, мать честная. Вот это монстр. Не, я знаете, чего удивился? Я удивился, что нашла-то вот, сука, где она, Жайма, вон она лежит. Она всегда вдалеке. То есть я не ожидал от нее. Она обычно, вот помнишь, мы заехали тогда в забойку? Она лаяла. Она от одного запаха лает, потому что медведь ее сильно порвал, ну, помял. Она побаилась там с даром, обычно всегда дар находил. Ну, блин, 90%. А это, считай, она еще и с молодой кусей. Я думаю, блин, может они росомаху. Потом смотрю, прошел немного и встал. Думаю, блин, ну, наверное, точно росомаха. Ну и все, я пошел посмотреть. Так у меня там расстояние-то было от меня метров 150, наверное. Если бы я знал, что он там, то, естественно, мы бы там расставились. Да. Там бы все быстрее бы получилось. В избушку мы попали только глубокой ночью. Весь следующий день потратили на отдых и подготовку к вывозу добычи. Выпавший снег пошел нам на пользу, и я решил запрячь собачек в упряжку. С их помощью было легче вывозить наш тяжелый груз. С утра пораньше мы отправились в путь за нашим трофеем. Дошли до мяса. Сейчас будем грузиться. Собачек учим в упряжке ходить, саночки тащить. Не знаю, за один ходарь, наверное, не получится. Ну, за пару ходок унесем. Вон уже вороны приметили местечко. Аркаша, что, шкуру, наверное, все-таки может последнюю. Сейчас посмотрим по загрузке, да? Если сразу все не унесем. Потому что ее разбомбят под ней. Весь жир. Если мы так оставим, пока ходить будем.
Сейчас килограмм по 20 в рюкзаки, остальное в нартике. И тихонечко попрем. Собачки вон уже в уздечках самоделочных. Правда без шлеек. Сейчас чайку попьем и топанем. Вороны вон матерятся. Ну хорошо, хоть росомаха не пришла. Если бы эта зараза пришла, она бы ничего бы нам не оставила. Вот я в том году так же, только я, короче, сало убрал. Шкуру я сразу унес. А сало, короче, убрал где-то метров 5 и закидал палками. И все, пришел, короче, уже ничего не осталось. Вообще все. И причем к туше она не прикоснулась, а сало все вытащила она. Вон, Шарун только лютый халтурщик. Лютый, ты халтурщик. Да, надо тебя тоже в упряжечку. А ты, кстати, ты сейчас пойдешь, привяжи его к поясу. Да? Пусть приучается. Вот его, он пока маленький, он быстрее научится, чем взрослых. Пусть хотя бы просто за тобой, чтобы елки не несли, палки не собирал. Прошли километр. Еще 2700 осталось. Собаки уже ушатались. Ну тихонько тащат. Да, Пулюня? Все в одной сцепке. Аркаша с Витей поправляют нарты. Вот пол болота прошли, еще половину осилить. Дойдем. Самое главное, там в мелкоче, наверное, замучимся. Ну там, если что, уж рюкзаками, если край уж перенесем. Главное, вот сейчас где лес нормальный. Надо, ребята, шлейки собакам. Без шлеек плохо, собаки задыхаются. А так тащат, в принципе, они нормально. Иногда бревна втыкаются. Снега-то вообще практически нет. Легкий бы снежок подмороженный был, вообще было бы изумительно. Ну ладно, что, будем дальше пробиваться. Выносим потихоньку. Все равно загрузили. Под 100-то загрузились, наверное, да, Аркаш? Ну, под 100 килограмм прям. Такие дела. Витяня. Ну что, поперли? Банда! Вперед! 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 Ой! Вперед! Вперед! Ребята прикалываются, 2 километра прошли, решили костерок попить. Вместо буфета вон лужа, чай есть где вскипятить. Буфет открыт круглосуточно. Вот такие дела. Собаки спят уже на ходу. Ну ничего, молодцы, тащат. Медленно, но уверенно мы двигаемся. По лесу тяжело, мелкач вот такой вот.
Но собаки уже подноровились и идут. Там спроси, может шампанское есть, Витя. Для вип-персон. В буфет пошел. Нормально? Да, пойдет, сейчас кипятим. Когда медведя добыли, выходили, там речки пересекали, сейчас более короткая дорога, там получалось 7,5 километров. И заметили, что лучше в ручьях воду пить. Я в луже воду попил, у меня живот прихватило. А в ручейках нормальная. Активированный уголь выручит. Че, бандерлоги? Да, тяжело. Вот так вот вам бегать за медведями. Надо их сразу ставить, блин. Лошадки, пони. Так, молодец. Молодец, мой великий. Улька. Идет, я тоже поглажу, молодец. И Жужа молодец. И Жужа молодец. И Жужа молодец. А ты вот мне еще зубы покажешь, я тебя сам укушу, поняла? Сам тебя укушу. Можно. Все, буфет закрывается. Буфет закрывается. Пора в путь. Ага. Поперли дальше. Куда там до дерева? Оба. Оба. Панда. Вперед! Все, точно на малом огне кипит. Вот так, ребят, топится медвежье сало. Желательно мясорубку, можно на печке это делать, главное на паровой бане. То есть посуду налита вода, сверху поставлен тазик, и туда заливается медвежий жир, перемолотый на мясорубке. Я пробовал кусочками рубить, но
Выхлоп маленький. Серега, Кусочки поджариваются. да с этой стороны. Не-не-не, вот это вот так вот. Вот так. Значит, она походу неправильно что ли стояла. Она, наверное, неправильно стояла, поэтому... Что она довольно-таки нормально крутила. Маленько подзабивалась, но не так. Вообще в идеале на электрической быстрее будет получаться ее молоть. О, пошло дело. Все, его там, его только помешивать надо. Сейчас я ложечку возьму. Сегодня выехали за шкурой, увидели еще один переход. След вчерашний. Хороший медведь. Медведь добрый. Пока шли за мясом, вторую ходку делаем, нарвались на след медведя. Он тут петлянул. Собак отпустили. У нас на троих одна одностволка. Не знаем, что делать. Собаки бежали вроде уже полкилометра. Сейчас посмотрим. Че, нету там, Аркаш? На тропе. Ну, это ночной. Так, вот он здесь топтанулся. Ну, этот поменьше. Маленький. 15 или 16 лап. Нету там следа, да? Здесь тоже вроде выходного нет. Ну вот он здесь топтанулся. А, да, да, входящий. Точно. А, ну все, собака, значит, правильно идет. Пуля. Да.
У нее голос. Молодцы, молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Молодец, Пулька, молодец. Думали медведь, а эта пуля сорвала голос и загнала соболя. Ну и молодежь подтянулась. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Молодец, Пулька, молодец. Молодцы. Молодцы, молодцы. Все нельзя. Все нельзя. Дай. Все нельзя, Куся. Все, молодцы. Все, моя добыча. Все нельзя. Все, молодцы. Молодец. Все нельзя. Все, Пуля, молодец. Молодец. Все, тихо. Разорвет. Молодец, Пулька, молодец. Молодец. Все нельзя. Нельзя, Пуля. Все, молодцы. Все нельзя. Дай сюда. Нельзя, сказал, блин. Тихо. Разорвете всю кошку. Все. Кузин первый соболь. Пусть это увидела его соболя. Все. Все. Нельзя кусать. Полезать можно. Все, нельзя кусать. Нельзя кусать, говорю. Это вообще-то Пулькин соболь, она его нашла. Пулечка, молодец. Ну, Куся, блин. Пулька, иди, я тебя поглажу, иди, моя девочка. Молодец, девочка моя. Куся! Молодец, молодец, моя Пулька. Молодец, моя девочка. Все! Хорош жамкать. И так из-за вас застряли. Тормознулись возле нашего буфета. Попили чайку, перекусили. Сушимся и в бой. Сегодня играем в дальнобойщиков. Собак пустили на медведя, собаки уже там на речке где-то тусуются. Короче, сегодня мы сами лямку тянем. Ну так, в принципе, ничего получается. Нормально. Пулюха одна осталась. Те за медведем драпанули. И Пулька соболем увлеклась. Вот соболька добыли. Пулю в упряжку засунули. Сегодня вообще хорошо идет. Все, ребят, дошли до лодки, грузимся. Все на месте, собаки прибежали. Подустали малость. Ну ничего так, живчиком. Разминочка получилась. 4 туда, 4 обратно. Так. Дарка, запрыгивай. Лютый, давай, прыгай. О, Каш, отбежи сразу. Сейчас по течению чайку попьем. Ага. Лодка это как дом родной. Термос, глоток горячего чая. Кайфуха. Все, медведя выволокли. Сколько мы получается? Там 7.
14, 15 и 2 по 8. 2 по 8, 16. 31 километр медведя таскали. Нормально. Вот такие они, ребят, трофейные медведи. Это не с форточки на помойке стреляют. Все в сборе, он Жайма только по берегу бежит. Жайму заберем. И домой в избушку. Вот так и закончилась наша охота на этого медведя. Трофей мы вынесли, шкуру хорошо просолили. Нам еще предстояло подняться вверх по реке, чтобы Виктор с Аркадием добыли лося на зиму для пропитания себе и своим близким. Сделать это без собак по чернотропу в нашей тайге практически невозможно, поэтому я отправился с ними. Выпавший снег, на удивление, скоро растаял, и тайга окрасилась в серо-красные тона. С большими надеждами на удачу мы выдвинулись вверх по реке. Короче, там старица. Нам главное, чтобы он нас не щухал, потому что ветер от нас идет. Все, идем потихоньку. Что там, молодой бычок, да? Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Шильничек. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Вы что вы тут лаете? Пока мы выносили трофей к лодке, незаметно подкралась ночь. Погода стояла сухая, и мы решили переночевать возле костра, так как передвигаться на моторе по реке было совсем небезопасно.
это сильно прикольно. Да, ну что, оно бы горело бы дальше. Пошли. Сегодня у нас ночевка у костра. Печеночку жарим. Чайничек закипел. Аркаша, как называется сушилка? Надя? Нюр. Короче, нюр поставили. Все по красоте у нас. Все хорошо. Сегодня ночь теплая, дождя нет, звезды видно, луна. Вот так и закончились наши охотничьи приключения. Забрав свои трофеи и заправив лодки, мы выдвинулись в сторону дома. Ребятам было недалеко. Мне же предстояло еще 2 дня провести в пути. Всю дорогу я думал о том, как все-таки здорово и хорошо мы поохотились. В общей сложности я провел в лесу целый месяц. Рокот мотора напевал мне какие-то знакомые мотивы, и я, сам того не замечая, уже стал строить планы на будущие охоты.